Молодой человек, здравствуйте. А это же вы ведущий канала Алга Петербург? Да. Да, это же вы вели новую волну, все верно? Я вас видел. Да. Я смотрел все ваши выпуски, они были очень прекрасные. Спасибо вам большое за вашу работу. Молодой человек, можно взять у вас автограф? Конечно. Спасибо, Вань, тебе. Спасибо большое. Подождите, я Саша, убери. Я Саша. Привет, друзья. Привет, друзья! Добро пожаловать на канал! Мы продолжаем показывать наш дневник о путешествии в Сочи на новую волну. Это 8-й день пребывания в Сочи, поэтому рекомендуем вам начать просмотр с первого дня по подсказке вверху экрана. В этой серии я расскажу про заключительный концерт новой волны, где Димаш исполнил неземную композицию «Аве Мария». Все началось с того, что мы экстренно вышли в прямой эфир, чтобы найти нашу общую подругу с ником Нина. Мы должны были вручить ей билет на концерт. Совместными усилиями все Диарс, находящиеся в Сочи, организовали глобальные поиски, но все было тщетно. Тогда, чтобы билет не пропадал, мы решили подарить его нашей доброй подруге Наталье 40 лет, которая прислала нам душещипательное сообщение. Для тех, кто не в курсе, Наталья была на нашей встрече друзей в Петербурге, когда Димаш выступал там с сольным концертом. Наташа на встрече друзей исполнила невероятно красивый танец с крыльями, и мы решили поощрить ее за былые заслуги. Встретившись с ней на территории новой волны, она была очень счастлива и на радостях подарила нам с Иваном подарок ручной работы. Вы довольны? Счастливы? Да, можно сказать, потому что я не надеялась даже. А вы так прекрасно выступили на том же самом вечере в Санкт-Петербурге, поэтому мы подумали, что только вы достойны этого билета. Спасибо огромное, спасибо. Я просто счастлива, это просто... У меня для вас подарок небольшой. Я его, правда, сама шила. Наш любимый Димаш на сумочке для канала Алга Петербург. Класс, спасибо вам большое. Дайте еще покажу. Надо сказать, что день был очень волнительным, и мы везде опаздывали, поэтому нам пришлось воспользоваться услугами местного скоростного такси. Водитель Артем оказался шустрым малым и домчал нас до места назначения с ветерком. Узнав нашу миссию на новой волне, он отказался брать плату за свои услуги и сказал, что готов возить нас бесплатно. За это мы посылаем ему безграничный рахмет. Алга Петербург называется канал. Алга Петербург. YouTube. Выдал? Саша, рюкзак Артем, теперь я знаю, кто самый лучший водитель в Сочи. Давайте, удачи, приятного отдыха. Приятно. Можете набрать, потом я заберу вас. Супер. Перед началом концерта нам удалось побывать на репетиции праздничного вечера. Иван, воспользовавшись моментом, даже решил вступить на красную ковровую дорожку, но, слава богу, его быстро поставили на место. Пока. Саша все испортил, только хотел сфотографироваться. А мне можно? Посидев на репетиции, от накопленной усталости меня начало клонить в сон, и я решил немного вздремнуть перед эфиром. Моей беззащитностью нагло и умело воспользовался мой напарник. Не забудьте поругать его за это в комментариях. Сейчас вам кое-что покажу, друзья. Как работает на съемках ваш любимый ведущий Александр Карельский. Эй, раз, два, три, четыре, один, два, три. Эй, раз, два, три. Проснулся я благодаря организаторам вечера, которые бодро хлопали меня по плечу и обратили внимание, что в горизонтальном положении я занял целых 4 места, а сегодня аншлаг. Я беспрекословно встал и увидел, как гости новой волны уже вовсю торопятся на концерт. Среди прибывающих было очень много Диарс, все были нарядные и красивые. Особенно хочу выделить Диарс из Якутии, которые, как и Димаш,
каждый вечер радовали нас новыми образами. Обнаружив свои места в зрительном зале, меня узнала одна из поклонниц Димаша, Светлана. Мы оказались с ней соседями. Она очень сильно переживала, так как первый раз присутствовала на концерте Димаша. Ей выпала особая миссия – быть представительницей Дерз с Алтая. В ее миссию входило вручить Димашу 2 красивых букета цветов и запечатлеть его на сцене. Всю программу мы общались и с нетерпением ждали выхода любимого артиста. Позади меня оказались 2 молодые девушки, которые не были знакомы с творчеством Димаша. Тогда я сказал, что им сильно повезло, потому как сегодня они услышат нечто неземное и невероятное. К слову, так и случилось. Выступления Димаша Кудайбергена и Игоря Крутого превзошли все наши ожидания. То, что сделали эти двое на сцене, не вписывалось ни в какие привычные рамки эстрады. Это был акт милосердия над зрителем. Весь зал как будто омыли душем, провели исповедь и вернули обратно в этот бренный мир с его неидеальностью. Посмотреть на это пришел даже самый главный режиссер фестиваля Александр Ревзин. Фильм об этом талантливом человеке обязательно посмотрите по подсказке вверху экрана. Выступление Димаша спровоцировало цунами, которое выплеснуло на сцену волну эмоций, увенчанную цветами. Это было очень красиво и триумфально. Главная точка в закрытии фестиваля была поставлена, даже несмотря на то, что концерт был продолжен другими артистами. Ведущая концерта Лера Кудрявцева была настолько ошеломлена происходящим, что даже забыла о том, что ведет концерт, и начала записывать все происходящее на телефон. Кто был на нашем прямом эфире и слушал «Аве Марию», наверняка догадались, какой культурный шок, какой эффект испытала публика, находящаяся в зрительном зале. Люди слушали песню, затаив дыхание, боясь моргнуть и прикрыть рот от восхищения. Димаш, он добрый. Всем хватит. Хотя бы вот так. Друзья, но я думаю, что зал должен просто аплодировать, не переставая. Димаш на самом деле это просто мировая звезда, и его ждут в каждом уголке мира. И он удостоился чести быть сегодня здесь с нами, Браво! Димаш Кудайберген! Игорь Крутой! После выступления Димаша я отправился к Ивану, который уже давно приставал к звездам, чтобы выпросить у них совместную фотографию. Как видите, у него это получилось. Там на красной дорожке было много звезд российского шоу-биза, которые с удовольствием позировали и раздавали многочисленные интервью, но только не Димаш. Он настраивался в своей гримерке на финальную песню. Для него каждый выход на сцену – это большая ответственность, даже если он поет ее не в сольном варианте. Зато там нам удалось пообщаться с группой Меца, которым не удалось победить на этой новой волне. Мы пожелали ребятам дальнейших успехов, ведь они очень талантливы и самобытны. Также мы познакомились с победителем конкурса «Новая волна 2021». Им оказался Саро Геворкян из Армении. Очень приятный и талантливый парень. Напомню, он единственный, кто на первом конкурсном дне получил от членов жюри все десятки. Короткая, но яркая встреча получилась у нас и с нашими друзьями Фабио и Деницей. Напомню, что накануне конкурса мы записали с ребятами суперское интервью. Обязательно посмотрите его по подсказке. В итоге Фабио из Италии занял 5-е место, а Деница из Болгарии оказалась на 2-м. Мы с Иваном давно заметили, что все гости нашего канала вдруг неожиданно посещает удача. Деница в интервью призналась, что обожает творчество Димаша. И вот, пожалуйста, Димаш лично вручил приз представительнице из Болгарии и даже сказал ей напутственную речь. Деница Караславова! When I was hear your voice first time, I have really big shock. You have very big talent. You have amazing voice. Congratulations, good luck. После финальной песни я мигом вернулся на красную дорожку, чтобы вместе с вами проводить Димаша в дальнюю поездку. Все, кто был в прямом эфире, видел, как Димаш эффектно покидал фестиваль «Новая волна». Я на прощание сказал Димашу «до свидания», и он попрощался со мной в ответ. Вот так красиво
И торжественно завершился фестиваль «Новая волна-2021». После того, как Димаш сел в машину и уехал, стало немного грустно. Все понимали, что праздник окончен, и когда мы соберемся все вместе вновь, неизвестно. Друзья, я хочу, чтобы вы не сильно расстраивались, ведь канал Алга Петербург всегда придумает, как скрасить вам настроение. Поэтому вы знаете, что нужно делать, чтобы не потерять нас из виду и помочь продвинуть это видео. На этом дневник новой волны канала Алга Петербург окончен. Спасибо всем, кто следил за приключениями Саши и Вани в Сочи. Эту поездку мы не забудем никогда. Благодарим всех друзей канала Алга Петербург, что подарили нам такую возможность. Алга! Подпишитесь на канал, если хотите вместе с нами изучать феномен Димаша Кудайбергена. Нажмите колокольчик, если готовы получать новый обзор первым. И не забудьте поделиться этим видео с друзьями. Пусть о казахском феномене узнают все.